Российские власти любят объявлять о больших прорывах. То у нас будет свой российский iPhone, то российский Rolls-Royce, то самолет, который фору Боингу даст, то собственная Кремниевая долина. Каждый раз на красивой презентации демонстрируются яркие макеты и заявляется о грядущей технологической независимости. Финансирование на столь амбициозные проекты выделяется из госбюджета. А потом внезапно оказывается, что купить продукт некому, ремонтировать его негде, а все комплектующие почему-то импортные. Сегодня поговорим о громких государственных проектах. Посмотрим, почему они не выстрелили. Только перед тем, как начнем, напомню, мы собрали актуальные инструкции по обходу блокировок, они доступны по ссылке в описании. Там же есть ссылка на сервис Shiva VPN, который спонсор этой рубрики, у которого первые 3 дня бесплатно, так что попробуйте. А теперь к ролику. Начнем с первого примера. Решили сделать свой самолет. После развала СССР Россия десятилетиями жила без собственных пассажирских лайнеров. Изменить это должен был Суперджет-100, символ возрождения отечественного авиапрома. На бумаге все было привлекательно. Современные технологии, поддержка государства, контракты с иностранными авиакомпаниями. Даже первые рейсы в итоге прошли удачно. Журналисты писали в духе «Чем не конкурент Embraer и Bombardier? Наш как минимум не хуже». Но в итоге мы увидели пусть и не полный провал, но результаты, которые сложно назвать успехом. Причина же проста. Очень многие госпроекты объединяет простое обстоятельство. Государство ставило себе внерыночные задачи, задачи имиджевые. Суперджет здесь пример эталонный. Он создавался исходя из идеи, что у России, как у великой державы, должен быть свой современный самолет. Кому его предполагается продавать, где он будет летать, будет ли он эффективен – это вопросы для заказчиков суперджета второстепенные. Задача только в том, чтобы построить российский самолет. Главная проблема суперджета проявилась еще до старта работ по его проектированию. Она была в самой задумке. Суперджет – это региональный авиалайнер вместимостью до 100 кресел. Прямой конкурент бразильскому Embraer и Jet и канадскому Bombardier CRJ-1000. Если взглянуть на парки российских авиакомпаний, станет ясно. Самолеты такой размерности у нас не востребованы. Их вообще нет и не было у всей группы Аэрофлот. Их не эксплуатируют чартерные перевозчики. Единственная крупная авиакомпания, которая эксплуатирует те же Embraer, это S7. Самолеты такой размерности присутствуют во флотах авиакомпаний, обслуживающих северные регионы, Сибирь и Дальний Восток. Присутствуют там в количестве нескольких десятков штук. И это не просто так. Самолеты размерности суперджета имеют вполне конкретную и очень ограниченную сферу применения. Они летают на коротких маршрутах с большим пассажиропотоком. Типичный маршрут Embraer, Bombardier и теперь Airbus A220 – это Берлин-Париж. Они просто созданы для Европы, где плотность населения высокая, а расстояния между крупными городами короткие. Россия же страна, где все наоборот. Страна огромных незаселенных пространств. Для нас маршруты типа Москва-Екатеринбург, Москва-Новосибирск – это короткие внутренние рейсы на 1500 и 3000 километров соответственно. В России есть ровно один маршрут, который пригоден для самолета размерности суперджета – Москва-Санкт-Петербург. Но создавать отдельный тип самолета под один маршрут – это безумие. Львиную долю парков российских авиакомпаний составляют среднемагистральные самолеты Boeing 737 и Airbus A320. Они составляют этот парк ввиду своей универсальности. Они одинаково эффективны и в роли маршрутки между Москвой и Питером, и смогут возить отпускников в Хургаду и Анталию. По идее, если строить самолет, который будет эффективен внутри России, это должен быть не суперджет, который уже 15 лет изо всех сил за бесплатные бюджетные деньги втюхивают государственным авиакомпаниям, а МС-21. Но он пока так и не вышел в серийное производство. Экспорт, конечно, дело хорошее, но если вы заведомо не взлетаете на внутреннем рынке, то идея конкурировать с Bombardier и Embraer на рынке внешнем обречена изначально. А еще самолет этот на 70% укомплектован импортными деталями. Санкции и сбои в логистике тут же поставили крест на идее массового экспорта. Много проблем и с техобслуживанием. Запчастей не хватает, сервисная сеть не развита совсем. В какой-то момент половина парка просто могла стоять в ожидании деталей для ремонта. Простой для самолета – это огромные финансовые потери. Ведь самолет приносит деньги только когда он в воздухе. Стоя на земле, он превращается в источник расходов на хранение и обслуживание. А для его возвращения в строй после долгого простоя требуется дорогостоящее и длительное техобслуживание.
В общем, Суперджет не стал тем самым русским ответом Боингу и Airbus. Вместо символа возрождения отрасли он стал индикатором системных проблем. Летать-то он летает, но задачу, ради которой создавался, он не решил. В 2013-м в России решили создать аналог айфона. По задумке, этот смартфон должен был удивить мир. 2 дисплея, спереди стандартный, второй на задней крышке гаджета с использованием технологии e-ink, то есть электронных чернил. Можно было бы читать книжки и получать уведомления, почти не тратя заряд батареи. Очень круто, казалось бы. Презентация была отличная. В проект вложили большие деньги, а затем Путин лично подарил это чудо техники Си Цзиньпиню. Шуму было много, но потом амбициозный проект столкнулся с суровой реальностью. В декабре того же 2013 года Йотафон поступил в продажу в России за примерно 20 тысяч рублей и даже в некоторых странах Европы за 500 евро. Свеженький в том сезоне iPhone 5C, если что, стоил не намного дороже, а работал значительно лучше. Даже фанаты Йотафона признали, проект был сырым. У так называемого убийцы айфона были жалобы на плохую связь, самовольные перезагрузки, проблемы с обслуживанием и ремонтом. У Йотафона та же фундаментальная проблема, что у Суперджета. Это имиджевый проект. Его цель – кому-то что-то показать и доказать, совершенно безотносительно рыночных реалий. Прилепить к Android-смартфону второй экран на электронных чернилах – это забавная фича. На этом можно собрать денег с нескольких тысяч техноманьяков на Кикстартере и выпустить ограниченным тиражом уникальное устройство, оснащенное приколом ради прикола. Выпускать на массовый рынок устройство от безымянной компании, которая может похвастаться одной единственной отличающей его от прочих Android-смартфонов функции, подобная история обречена на провал. Особенно если такое устройство стоит как новый iPhone, а к единственной функции не прилагается вообще никакого сценария использования. Экран на электронных чернилах есть просто чтобы быть. Здесь не нужно быть прям экспертом мобильного рынка, чтобы понять, чем все закончится. Такая история хороша для заголовков. Россия создала первый смартфон с 2 экранами. Такой сюжет может впечатлить начальство, но у Йотафона на этапе задумки не было ответа на вопросы. Кроме как впечатлить начальство, а зачем вы еще это создали? Кто тот человек, который, впечатлившись экраном от электронной книги на задней стороне телефона, вытащит из кармана 20 тысяч своих собственных рублей, за которые можно купить любое устройство любого именитого производителя на тот момент, и отдаст их за Йотафон? Да, если Apple встроит в телефон хоть перфоратор, они все равно продадут миллионы штук, и миллионы людей будут до потери пульса в интернете доказывать, что без перфоратора в телефоне их жизнь была серой и бессмысленной. Но чтобы такой фокус провернуть, надо быть Apple'ом. Йотафон хотели сделать символом цифрового суверенитета. Мол, американцы могут, корейцы могут, а мы чем хуже? В итоге вышло, что в России умеют делать хорошие презентации продукта, а вот сам продукт делать не научились. Телефон толком никто не купил, компания влезла в долги и ушла в банкротство. Иннополис под Казанью и Сколково под Москвой должны были стать местом, где кипит технологическая жизнь, а инвесторы толпами приезжают искать новых Томаса Эдисона и Николу Теслу. Иннополис стал одним из самых заметных государственно управляемых экспериментов в сфере инноваций. Задуманный как город будущего для айтишников, он получил поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне. Получив внушительные инвестиции в инфраструктуру, здесь стали строить современные школы, жилые кварталы, детские сады, спортивные центры и университет, ориентированный исключительно на подготовку специалистов в области высоких технологий. Все это можно отнести к достижениям проекта. Город существует, в нем комфортно жить и работать, а его резиденты получают налоговые льготы и доступ к госпрограммам поддержки. IT-подразделения Сбера, Яндекса, Касперского активно работают в Иннополисе. Однако проект столкнулся и с проблемами. Население города не выросло до масштабов, которые предполагались на старте. Многие компании заходят ради преференции, но не всегда закрепляются, что делает резидентскую базу нестабильной. Университет выпускает кадры, но их число небольшое. Более того, лучших удержать не удается, они едут в Москву или вообще за границу. Для многих наблюдателей Иннополис остается красивым, современным, но совершенно витринным проектом, который так и не стал полноценным драйвером IT-отрасли. А что со Сколково? Еще Медведев, будучи президентом, заявлял:
Мол, вот мы сейчас как построим свою Кремниевую долину, и к нам потянутся инвесторы, программисты и стартаперы со всего мира. Под это дело выделили поле в Подмосковье, развернули стройку города, опять же, с нуля. Придумали инновационный центр, институт науки и технологий, бизнес-инкубаторы. Выросли стеклянные офисы, жилые кварталы, кампус с лабораториями, отель для приезжих специалистов и, конечно же, технопарк с особым статусом. Формально проект работает. В Сколково можно найти компании сфер биотеха, IT и энергетики. Но создать живую экосистему не вышло. Нельзя же заставить людей придумать новый Google распоряжением премьер-министра. Сколково оказалось зависимым от государства до последнего винтика. Деньги туда идут из бюджета, стартапы зависят от грантов, управляет всем структура, которую назначает Кремль. Вместо конкуренции за инвестора и клиента получилась борьба за финансирование от чиновников. Многие компании вписывались только ради налоговых льгот и субсидий, и как только те стали заканчиваться, компании закрылись или уехали. В целом, все государственные проекты, когда государство решает залезть в рыночную экономику, объединяет одно обстоятельство, которое и обрекает их на неуспех. У государства заведомо нет рыночных мотивов. Государство не заботит прибыль от конечного продукта. Государство всякий раз себе ставит политические задачи. Мы хотим себе самолет. Зачем хотим? Потому что у крутых стран есть свои самолеты, а мы хотим быть крутой страной. Неважно, что перед нами рынок, который успешно разделен десятки лет назад, и стоимость попыток на него влезть никогда даже и близко не окупится потенциальными выгодами. Мы хотим себе Кремниевую долину. Почему хотим? Потому что она есть у американцев. А ведь у них, помимо этого, есть еще и конкурентная политическая система, независимый суд, институты защиты прав собственности. Именно из всего этого вырастает Кремниевая долина. Она не строится государством в чистом поле. Но никто об этом не задумывается. Инвестициям не нужна локация на земле. Инвестициям нужно, чтобы результаты этих инвестиций нельзя было отобрать. В 2016-м на конференции, организованной Сбербанком, профессор MIT Лорен Грэхэм очень хорошо описал ситуацию с российскими инновациями. Российское начальство хочет молоко без коровы. Вы хотите инновации без политических институтов, без свободных выборов, без независимых СМИ, безо всех тех условий, которые гарантируют и инвесторам, и инноваторам, что результаты их труда останутся у них. Что завтра вы не примете закон, который лишит их собственности, а самих подведет под СИЗО. И прав ведь оказался в 2016 году. Инновации нельзя построить как государственный проект, как мост или шоссе. Просто выделить место, принять решение, выделить денег и вперед к открытию. Инновации возникают, когда у вас привлекательное государство, с которым хочется иметь дело. Когда в ваши свободные вузы едут реализовывать свои таланты люди со всего мира. Когда ваши разнообразные СМИ не занимаются оголтелой пропагандой, а формируют адекватную картину реальности, которая позволяет людям прогнозировать свое будущее. Когда у вас предсказуемые правила, с которыми можно работать и которые на протяжении долгих десятилетий обеспечивают неприкосновенность собственности и личности. Если вы становитесь привлекательным государством, если строите себе хорошую репутацию, если обеспечиваете стабильность не в форме несменяемости власти, а в форме неизменности правил, тогда люди несут к вам деньги и мозги. Тогда инновации саморождаются, и Сколково не нужно строить за государственные деньги, оно построится само собой. А когда вы закапываете государственные миллиарды в надежде на чудо, то получается суперджет, который приходится производить в убыток и компенсировать авиакомпаниям потери от его эксплуатации. Тогда появляется йотафон, который сделали на радость пожилому президенту, не пользующемуся ни интернетом, ни смартфоном. А для всех остальных он даром никому не нужен, несмотря на второй экран. До завтра.